Кашель очень хорошо лечить средствами народной медицины, поэтому в этом выпуске пойдет речь именно о них. Мы вам расскажем самые лучшие способы лечения как сухого, так и мокрого кашля, поэтому рекомендуем досмотреть это видео до конца, ведь из него вы узнаете массу полезной информации. Например, о том, при каких обстоятельствах от подобной терапии стоит отказаться. Народное лечение сухого кашля. Сухим называют кашель, при котором не отхаркивается мокрота. Как правило, такое часто происходит в начале простудных заболеваний, бронхита или пневмонии. В это время в дыхательных путях активно развивается патологический процесс. Для его лечения предлагаем воспользоваться следующими рецептами. Сок черной редьки. Сделайте фреш и пейте его по 1 столовой ложке каждый час. Если вкус не очень вам нравится, то тогда нужно смешать его с любым другим соком в равных пропорциях и пить уже не по 1, а по 2 ложки. Медовая вытяжка из черной редьки. Возьмите редьку, отрежьте верх, выскоблите середину и налейте туда жидкий мед. Заполнить нужно только половину, потому что из ткани в мед начнет просачиваться сок. Оставьте редьку на всю ночь. Утром получится сироп, который нужно пить по 2-3 ложки 3-5 раз в день. Отвар из корня солодки. На 1 большую ложку нужно брать 200 мл кипятка. Поместить все в кастрюлю и проварить минуту на маленьком огне. Затем настаивать 3-4 часа. Можно просто залить корни в термосе. Затем полученный отвар пить по 50 мл 4-6 раз в день. Можно добавить мед, чтобы его было приятно пить. Настой мать и мачехи. 1 столовую ложку залить стаканом кипятка и настаивать час. После чего все процедить и употреблять по трети стакана от 3 до 5 раз в день. Эта трава хорошо помогает выделению мокроты. Настой алтея. Измельченные корни алтея заварить в термосе в течение 2 часов. На стакан кипятка нужно брать столовую ложку сырья. Затем процедить и пить по полстакана 3 раза в день. А какие рецепты для лечения кашля используете вы? Поделитесь с нами в комментариях, поскольку это будет полезно другим зрителям канала. Народное лечение мокрого кашля. Делайте ингаляции. Смешайте в равных пропорциях цветки календулы и ромашки, а также листья эвкалипта. Залейте это водой и прокипятите в течение 2 минут. Затем накройте крышкой. Дайте настояться 5-7 минут, и теперь можно дышать паром, наклонившись над кастрюлей. Лечение анисом. Смешайте чайную ложку его семян, стакан воды и пол чайной ложки соли. Все это доведите до кипения. Настаивайте 30 минут, затем процедите. В полученный раствор добавьте столовую ложку меда, хорошо перемешайте и пейте в течение дня, разделив на 3 части. Смешайте в равных пропорциях мед и оливковое масло. Нагрейте смесь на водяной бане. Потом выключите огонь и дайте остыть. Принимать средства следует по 4 раза в день по 1 чайной ложке до выздоровления. Заварите 3 большие ложки листьев подорожника в половине литра кипятка в термосе. Настаивайте от 4 часов. Затем процеженный раствор принимайте по трети стакана 3-6 раз в день. В стакане горячего молока растворите ложку меда темных сортов и выпейте. Пить такое медовое молоко нужно 3 раза в день за час до еды. Смешайте 50 грамм изюма и стакан воды. На маленьком огне доведите до кипения, затем настаивайте 30 минут. После этого уберите изюм, но не выбрасывайте. Его можно использовать для каш или других блюд. И добавьте туда 3 ложки свежего сока репчатого лука. Размешайте и выпейте все это перед сном. Пропустите лук через мясорубку или измельчите в блендере и дышите его парами. Во время ингаляции держите глаза закрытыми. Фитонциды лука убивают бактерии и лечат кашель. Когда так лечиться нельзя? Опасно лечиться народными средствами аллергикам и лицам с бронхиальной астмой. Это не только спровоцирует усиление кашля, но и вызовет сильный бронхоспазм или даже приведет к шоковому состоянию. Потом нужно знать, что вы лечите, поэтому важно посетить врача и обследоваться, и только после этого с разрешения доктора приступать к лечению. В противном случае можно существенно осложнить свое здоровье. Например, кашель может быть вызван сердечными патологиями, а при таких заболеваниях указанные выше рецепты не помогут. Не забывайте ставить лайки, делиться видео с друзьями в социальных сетях и подписываться на наш канал.